Дорогие друзья, я приветствую вас все еще из Финляндии. Как всегда, в повестке острые темы. Оборона или кто идет под нож? Соцздрав, образование или пенсии? Новые станции медицинского самообслуживания? Опасная экономия и что делать с афганскими беженцами? И все это прямо сейчас. Кому интересно, пожалуйста, проходите, присаживайтесь, устраивайтесь поудобней. Начнем с шутки. Но, как говорится, в каждой шутке есть доля шутки. Так газета «Хельсингин Санумат» проиллюстрировала визит Стуба и Орпа в США. Кто не знает, Орпа в переводе с финского – это «сирота». Вот Орпа выглядел в Белом доме настоящим сиротой казанским, или точнее финским. Кургузый костюмчик не по размеру, слишком длинные рукава рубашки и коротковатые брючишки. Еще и с этикетом не знаком. Кто не в курсе, объясняю. На однобортном пиджаке нижняя пуговица не застегивается никогда. Вот просто никогда. А когда садишься, то пиджак нужно расстегнуть, чтобы не выглядеть взъерошенным воробьем. В общем, на фоне блистающего Стуба Орпа выглядел мелко и неказисто, что не осталось без внимания финнов. В интернете сразу появилось море комментариев от добродушных шуток до язвительных колкостей. Но если отбросить смех, то в этой истории действительно есть доля шутки, ведь костюм – это тоже умение себя подать. И здесь контраст оказался особенно ярким. Ступ, как с обложки журнала, уверенный, улыбающийся, знающий себе цену. Орпо как будто случайно попал в кадр. Впрочем, финны давно знают, даже если премьер и выглядит сиротой, решения принимает совсем не сиротские. Об этом в следующем сюжете. Начнем с обороны. Здесь торг неуместен. К 2035 году расходы Финляндии на оборону должны достичь 3,5% ВВП, а общие оборонные расходы, включая кибербезопасность и инфраструктуру, 5%. Это около 11 миллиардов евро в год. Для сравнения, в этом году оборонный бюджет около 6,5 миллиардов евро. То есть по сравнению с сегодняшним днем расходы вырастут почти вдвое. Но где взять эти деньги? Где деньги, Зин? Премьер-министр Петтери Орпо сформировал рабочую группу по оборонным закупкам, но заявил, что задача группы не в том, чтобы обсуждать, откуда взять эти деньги. Группа решает, что покупать, а не откуда брать средства. Решения по деньгам остаются за политиками. И именно здесь начинается настоящая боль. И без того огромный госдолг и так ограничивает возможность маневра. Придется резать, и выбор ограничен. Социальные расходы, образование, пенсия. Все. Выбирай, что нравится. Тройка, семерка, туз. На соцздрав сейчас уходит около трети государственного бюджета. Это значительная часть расходов государства. К бабке не ходи, их придется сокращать. В то же время население Финляндии быстро стареет. На уход и медицинскую помощь требуется больше денег. По последним прогнозам, к 2040 году число людей старше 84 лет станет больше на 140 тысяч. Расходы на соцздрав растут на миллиард евро в год. В этом году 26 миллиардов, а к 2030 году уже 31 миллиард евро. Раньше финское государство всеобщего благосостояния давало обещание заботиться о пожилых, но многие родственники уже сегодня ощущают, что это обещание больше не выполняется. Это уже заметно в круглосуточном уходе за пожилыми и в домашнем уходе. Здесь сокращать что-либо тяжело. Может быть, резать образование? Сейчас на него тратится около 10% бюджета. В этом году 8,5 миллиардов евро. Сокращение образовательных расходов – это прямой удар по будущему страны. Поэтому остается единственный вариант – резать пенсии. Это особо болезненный вопрос. Пенсионеры – крупная и активная группа избирателей. Тронешь пенсионеров – лишишься депутатского мандата. Но исследователи настаивают. Нужно не только урезать будущие выплаты, но и снизить пенсии для уже вышедших на пенсию поколений. Экономическая эффективность расходов на оборону тоже не радует. Каждый евро, вложенный в военные нужды, дает меньше 1 евро экономического роста. То есть деньги тратятся, но отдача невысокая. Финляндия не одинока в этих сложностях. Многие страны НАТО сталкиваются с ростом расходов на социальную сферу. Из стран НАТО
Польша тратит на оборону больше всех. США на социальные услуги, Швеция на образование. Турция после выполнения требований НАТО по увеличению оборонного бюджета будет тратить на оборону больше, чем на социальную сферу. Испания заявила, что не собирается повышать оборонные расходы до 5% ВВП. А у Исландии вообще нет армии. Ее обороной занимаются США. Около половины стран НАТО тратят на образование менее 5% ВВП. Среди них есть европейские страны, сравнимые с Финляндией, например, Германия, Норвегия, Греция, Италия. И вот главный вопрос. Кого поддерживать в первую очередь? Пенсионеров, детей или оборону? Эксперты подчеркивают, нужен открытый диалог с гражданами, нужна новая гарантия обслуживания, чтобы было понятно, что входит в ответственность государства, а что в личную ответственность человека. Баланс между обороной, социальными услугами и пенсиями – это не просто цифры в бюджете. Это выбор, который определит будущее Финляндии на десятилетия. И сегодня ведутся жаркие дебаты на эту тему. Но одно ясно – общество всеобщего благополучия находится в кризисе. Видео смотришь, ставь лайк, поддержи. Правительство экономит и финны экономят. Складывают евро к евро, на всякий случай, на черный день. Домохозяйство сегодня богаче, чем когда-либо. Сбережения растут, счета пухнут, но кошельки закрыты. Покупка квартиры? Потом. Новый холодильник? Подождет. Потребление падает, даже при том, что доверие к экономике вроде как растет аж на целый 1% в сентябре по сравнению с августом. И все же никакого потребительского бума. Почему? Во-первых, жесткая экономия. Государство затягивает пояса, урезает расходы, режет пособия. Во-вторых, общее чувство неопределенности. Россия рядом, а папочка Трамп далеко. Правительство Петри Орпо выбрало путь аскезы. И если уж экономить, то по полной. Народ слышит такие прогнозы и думает, а вдруг завтра будет хуже? И снова экономят. А экономика тем временем замирает. Экономия – штука опасная. Чем меньше люди тратят, тем выше риск потерять работу. Круг замыкается. Экономия превращается в ловушку. Теперь Орпо пытается вернуть оптимизм. Говорит, вот-вот пойдет подъем, вот уже буквально за углом. Вот начнем строить 4 ледокола, и пойдет движуха. Ну, правда, есть светлые точки. Заказы у предприятий растут, инвестиции возвращаются, производство медленно, но оживает, фондовые индексы ползут вверх, а финны все еще экономят. Но, может быть, пора поверить в лучшее и снова начать тратить. В конце концов, черный день не наступает, если страна и граждане верят в день завтрашний. А теперь больной вопрос – медицина. Она в Финляндии находится там, где находится. Не будем ковыряться пальцем. К врачу не попасть. Сначала дозвонись медсестре. Она решит, нужно тебе к врачу или нет. Нужно? Тогда, пожалуйста, запись, очередь, ждите. Ждите неделю, 2, месяц, а может и 3. В такой ситуации самообслуживание нам в помощь. В аптеках уже продается набор для самостоятельного пломбирования зуба. А теперь появились станции медицинского самообслуживания, терминалы, где можно самому проверить здоровье. И все это без направления, без медсестры и без врача. Станция измеряет все основные жизненные показатели, процент жира в организме, делает короткую электрокардиограмму и выводит AGE – показатель, который показывает риск сердечно-сосудистых заболеваний и диабета 2 типа. Пациент просто садится перед экраном, следует инструкциям и через пару минут получает полный отчет. Результаты можно сразу отправить врачу через Омаканта. Возможно, ипохондрики хоть немного успокоятся. Проверились, убедились, все в порядке. Финская компания Medikubex выиграла государственный тендер на 4 миллиона евро. Первые устройства уже работают в Хельсинки, в городских поликлиниках в Vuosaari и Каласатама, и планируется установить еще до 10 устройств в разных районах города. Интерес проявляют и другие регионы, а также частная медицинская сеть Terveystalo. Создатель системы медицинского самообслуживания – молодой врач Вилли Коштамо.
Он объединил медицину и технологии. И так появился стартап Medicubix, один из самых быстро растущих в Финляндии. Эти станции уже применяются за границей. В университетской клинике Франкфурта их используют для скрининга сердечных заболеваний, а также устройства тестируют в Великобритании. Финская модель самообслуживания здоровья становится экспортным продуктом. Но можно ли полностью заменить врача автоматом? Пока, конечно, нельзя. Но технологии развиваются, и искусственный интеллект не дремлет. То, что сегодня кажется невозможным, завтра может стать обыденной практикой. Наша любимая рубрика «Понаехавшие». 20 европейских стран требуют от Европейской комиссии найти реальные решения, чтобы возвращать на родину афганцев, которые находятся в ЕС незаконно. С 2021 года, после прихода Талибана к власти, формального соглашения о депортации нет. Даже тех афганцев, кто совершил преступление, вернуть нельзя. И это, по мнению стран ЕС, угрожает безопасности и подрывает доверие к миграционной политике. Инициатива исходит от Бельгии. Ее поддержали Австрия, Германия, Финляндия, Италия, Польша и еще 15 стран плюс Норвегия. Испания и Франция не присоединились. В письме Европейской комиссии говорится, возвращение афганцев, добровольное либо принудительное, должно стать приоритетом, даже если придется договариваться с Талибаном. Германия уже пыталась вести переговоры с Афганистаном и даже в июле депортировала 81 афганца. Но ООН грозит перстом. Афганистан все еще под рекомендацией о невозвращении. Там продолжаются нарушения прав человека. Европе придется подумать, как совместить безопасность, миграционную политику и права человека. Вопрос возвращения афганцев, и не только их, точно один из самых обсуждаемых. Что важнее, своя безопасность или чужие права человека? Кстати, официально Талибан признала только Россия. А на этом я с вами прощаюсь. Благодарю за внимание и до новых встреч. Всем пока!